Всем большой привет! Вы на канале Дача с Виталием Декабревым. И сегодня я вам расскажу, как получить практически бесплатно семенной картофель, который свободен абсолютно от болезней. Ни для кого уже не секрет, что семенной посадочный материал картофеля периодически нужно обновлять. Накапливает он в себе всевозможные болезни и, как говорится, картофель постепенно вырождается. И урожая в один прекрасный год можно совсем не получить. Такой картофель сейчас без проблем можно найти в садовых магазинах, сортов большое множество. И некоторые продавцы утверждают, что у них в продаже семенной картофель супер элита или элита. Ну что ж, дорогие друзья, нам остается только верить на слово продавцам. Ну, конечно, будет не лишним попросить сертификат, где выращивался такой посадочный материал. И еще один немаловажный фактор, о котором не стоит забывать: такой посадочный материал стоит очень и очень недешево. Кто выращивает много картофеля, вот сразу обновить посадочный материал получится очень накладно. Сами судите, процесс очень трудоемкий выращивания посадочного материала картофеля. Первый год в специальных лабораториях выращивают в пробирках меристемным способом посадочный материал, который выращивают в специальных условиях. И в итоге получают мини-мини клубеньки, очень маленькие клубеньки, которые на следующий год сажают, уже получают более большой урожай. И это уже у нас называется с вами супер-супер элита. Из супер-супер элиты мы получаем просто супер элиту. Далее, выращивая супер элиту, мы получаем элиту. И вот уже из элиты на 5-й год получается первая репродукция, на 6-й вторая репродукция. Представляете, какой долгий процесс. Как проверить качество посадочного материала в магазинах? На мой взгляд, однозначного ответа не существует. Ну, наверное, нужно смотреть на внешний вид, чтобы не было каких-то характерных пятен, гнилей, повреждений и так далее. Но, собственно, сегодня я хотел поговорить совершенно не об этом, а о том, что мы с вами совершенно легко и просто можем вырастить свой оздоровленный посадочный материал картофеля. Зайдите в садовый магазин и купите семена картофеля. Они сейчас везде продаются. Вот они. В этом сезоне я приобрел сорт, называется Императрица. Классный сорт. Семян много, где-то около 30 штук. Я очень надеюсь, что у меня как раз получится 30 растений. Такие семена не содержат патогенных вирусов и бактерий, поскольку они прошли специальную обработку и отбор. Выращенный картофель из семян прекрасно адаптируется к климатическим условиям определенных зон и в течение 5-7 лет формирует отличный урожай без всевозможных болячек. И самое главное, что такой посадочный материал мы с вами получаем практически бесплатно. Я, конечно, не помню, сколько стоит пакетик семян, но где-то в районе 30-40 рублей за 30 семян. Но, конечно, повозиться с рассадой нам придется немало. В принципе, рассаду картофеля можно выращивать точно так же, как и рассаду томатов. Итак, приступаю к посеву. Мне посадочного материала нужно немного, поэтому я беру вот такую емкость. Обязательно в емкости нужно проделать отверстия, если их нету, чтобы лишняя влага уходила беспрепятственно. Вот такой вот 10-сантиметровой глубины у меня контейнер. Можете брать больше, ну в смысле длиннее кашпо, если нужно вырастить много посадочного материала. Заполняю грунтом, который приготовил заранее. Грунт для посевов нужен рыхлый и плодородный. Как я готовлю грунт, уже рассказывал много раз. Вот сейчас вверху появилась ссылка. Нажмите, если интересно, посмотрите, как я готовлю, ну, на мой взгляд, идеальный грунт. Ну, еще раз вкратце скажу, как приготовил грунт. Беру я обычный покупной торф. На 4 части магазинного грунта я добавляю по 1 части биогумуса и вермикулита. Вот такого количества грунта мне будет достаточно.
Грунт слегка вот сейчас утрамбовываю и поливаю водой обесхлоренной с добавлением биологического фунгицида на основе бактерий Bacillus subtilis и гриба триходерма. Вот такой союз бактерий и грибов в этом препарате мне поможет обеспечить здоровый посадочный материал, ведь в грунте могут быть какие-то патогены. Сейчас вода впитается и буду делать бороздки. Ну, я уже говорил, что с рассадой придется повозиться, и на первый год выращивания из такой рассады мы получим мини-клубни, которые только на следующий год дадут полноценный урожай. Ну, наверное, тоже не очень крупных клубней. Вот его нужно весь оставить на следующий год. Также его использовать в качестве посадочного материала. Вода впиталась, и делаю бороздки на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Семена, как вы видите, очень мелкие. Отправляю на блюдце. И острой палочкой, смоченной в воде слегка, цепляю семя и отправляю в бороздку. Семена раскладываем на расстоянии сантиметра друг от друга. Семена картофеля, кстати, сохраняют свою всхожесть в течение 5-7 лет. Все семена на месте. Теперь очень аккуратно присыпаю сверху сухим грунтом. Семена должны оказаться где-то на глубине 8 мм. И слегка грунт опять-таки утрамбовываю. Сверху можно опрыснуть водой с пульверизатора, опять-таки с добавлением биологического фунгицида. Посев завершен, теперь остается накрыть только контейнер пищевой пленкой. Обязательно сделать нужно в ней отверстие для воздухообмена и отправить в самое теплое место. Я все посевы отправляю к батарее центрального отопления. Всходы должны появиться на 5-7 день. Как только появились первые всходы, тут же весь контейнер отправляем под агролампу. И первое время досвечиваем до 16 часов в сутки. И уже через неделю делаем первую корневую подкормку жидким биогумусом. Но обязательно в такую подкормку лучше всего добавить мягкое калийное гуминовое удобрение. Но дозу сокращаем, вот заявленную дозу на упаковке сокращаем в 3 раза. Кормить рассаду нужно раз в неделю и раз в 10 дней. Желательно по листу обработать препаратом с микроэлементами. В фазе 2 настоящих листов картофель пикируем и заглубляем его так же, как и томаты, до семидольных листьев. Вот, собственно, у меня и все, но не спешите выключать видео, поскольку прямо сейчас Иван Якшин сориентирует вас в богатом ассортименте семян картофеля, которые можно сейчас найти в садовых магазинах. Я с вами прощаюсь. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Те, кто не подписался еще на канал, скорее подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До встречи! Здравствуйте, уважаемые дачники! Сегодня мы поговорим о сортах. Картофель «Императрица» – это раннеспелый сорт со светло-желтой мякотью, очень вкусный, крупный картофель. Картофель «Аусония» – также очень ранний картофель со светло-желтой мякотью, очень вкусный, в кусте до 12 клубней весом около 150-200 грамм. Картофель «Милена» – это картофель с белой мякотью, который любят в России, хорошо разваривается, устойчив к различным болезням, очень урожайный. Картофель «Лидер», само название говорит за себя. Чем он хорош? Он очень хорошо хранится. Длительный период покоя этого картофеля, дружная отдача раннего урожая. Картофель «Лада», высококрахмалистый картофель, соответственно, он хорошо разваривается, подойдет на пюре. Картофель с белой мякотью. Картофель «Илона» – это средний ранний сорт, мякоть белая, вкусная, хорошо разваривается, также он подойдет и для жарки. Картофель «Маяк» – очень интересный картофель с красной мякотью, он устойчив к жаре, очень урожайный, отменного вкуса с белоснежной мякотью. Картофель «Реванш»
среднеспелый картофель, который великолепно подойдет для жарки и для чипсов. Картофель баллада. Это также среднеспелый картофель, мякоть светло-желтая, но этот картофель великолепно хранится. Его можно хранить до начала следующего года и даже дольше.